Мы продолжаем публикацию видео о том, как научиться получать помощь Вселенной. Ссылка на этот плейлист есть в описании. Любое созидание, любое творчество и в первую очередь создание своей реальности в самом прекрасном ее варианте начинается с уверенности в своих способностях как Творца. Вы должны знать о своем божественном достоинстве и могуществе. Мы любимы всей Вселенной, любимы все люди, без исключения. Мы пришли на Землю, чтобы экспериментировать, испытывать разные формы и способы работы с энергией, а значит, совершаем ошибки, без которых невозможен ни один эксперимент. Но что бы ни происходило с нами, наша божественная суть всегда остается совершенной. Ее не затрагивают никакие перипетии нашей земной жизни. Вселенная видит в каждом из нас эту нашу истинную суть, божественный свет, наш дух, вечный и неизменный, поэтому для Бога мы всегда совершенны. А сами мы забываем об этом. Мы относимся так серьезно к своим и чужим ошибкам, несовершенствам, как будто это и есть наша суть. Но ведь это все временное и наносное. Забыв о своей истинной сути, мы противоречим воле Бога, которая состоит в том, чтобы мы вспомнили, наконец, о нашем подлинном божественном достоинстве. Но просто знать, что мы достойны уважения и любви божественные существа, мало. Главное, это нужно прочувствовать на своем опыте. Вы либо чувствуете себя достойными, либо нет. В жизни вы чаще руководствуетесь умом, чем чувствами. Нет ничего плохого в уме, но он обычно имеет дело с уже известным ему опытом. Ум живет прошлым и сравнивает все происходящее с тем, с чем он уже встречался когда-то. А жизнь происходит в настоящем моменте, и она каждый миг новая. Руководствуясь умом, вы упускаете настоящее. Когда вы говорите «я знаю», вы имеете в виду то, что знали в прошлом, а чувство всегда имеет дело с настоящим, поэтому всегда доверяйте именно чувствам. Упражнение. Обретение уверенности и достоинства как чувство. Чувство собственного достоинства рождается, когда мы укоренены в своем божественном центре. Это не внешняя самоуверенность, а глубокое чувство уверенности, внутреннее ощущение своей божественной ценности, которое ни от чего не зависит. Давайте почувствуем это. Закройте глаза. Обратитесь к вашему центру. Скажите вслух или про себя: «Я бесценен для единой творческой силы. Я бесценен для Бога». Почувствуйте, как откликаются внутри вас эти слова. Повторяйте их, пока они не начнут звучать уверенно. С каждым повторением этих слов вы укрепляете вашу внутреннюю опору, будто закладываете в нее новые и новые кирпичики. Почувствуйте это. Откройте глаза, подойдите к зеркалу, выпрямите спину, расправьте плечи, посмотрите на свое отражение прямым твердым взглядом. Вы видите за своим отражением свет своей божественной сути. Повторите несколько раз вслух: «Я бесценен для единой творческой силы.
Я бесценен для Бога. Почувствуйте уверенность, силу, покой и неуязвимость, которые несут в себе эти слова. Запомните это чувство. Вспоминайте его как можно чаще, и постепенно оно станет для вас привычным. Для обретения чувства собственного достоинства очень важно чувствовать себя любимым. Возможно, вы не чувствовали себя любимыми родителями, которые не были способны к безусловной любви, потому что и сами не чувствовали себя любимыми. Тогда вы могли вырасти с чувством, что вообще недостойны любви. Чувствовать себя недостойным – это и значит быть лишенным чувства собственного достоинства. Возьмите ответственность на себя за то, каковы вы, и за то, что происходит с вами сейчас. А родителей нужно и простить, и поблагодарить за то, что они дали вам возможность родиться на земле. И сделать это можно не обязательно лично и не обязательно вслух. Вы можете вызвать их в своем воображении, обратиться к их божественности со словами прощения и благодарности. Сделайте это. Продолжается ли земная жизнь ваших родителей или уже закончилась? Благословите и отпустите их от себя, а себе дайте право жить своей жизнью. И вы можете почувствовать себя любимыми прямо сейчас. Упражнение «Получите энергию божественной любви». Уединитесь. Сядьте в удобной позе. Положите руки на колени, ладонями вверх. Сосредоточьтесь на своем лице. Проверьте, все ли его мышцы расслабились. Теперь вниманием сопровождайте процесс дыхания в течение пары минут. Затем соединитесь со своим внутренним центром. Создайте в своем внутреннем пространстве светящуюся сферу. Эта сфера наполнена энергиями тепла, любви, понимания, приятия и заботы. Эта сфера начинает расширяться. Она увеличивается и увеличивается. Теперь она вмещает вас целиком. Вы прекрасно себя чувствуете парящими в ней. Сосредоточьтесь на своих ощущениях. Раскройтесь, распахнитесь и позвольте энергии любви войти в вас. Наслаждайтесь этим чувством. Поблагодарите Вселенную за любовь и поддержку. Вы теперь светитесь любовью, и все, кто оказывается в ее лучах, наполняются ею. Откройте глаза. Теперь вы в любой момент сможете восстановиться, когда только захотите. Вы всегда получите поддержку, одобрение и понимание, что бы с вами ни происходило.